Война. День 280. Ситуация на фронтах. Россия готовится к очередному массированному ракетному удару по Украине. Так отмечается накапливание бомбардировщиков Ту-95 на авиабазе в Энгельсе и отработка пусков ракет Х-101. В море вышли ракетоносцы, оснащенные ракетами «Калибр», а также отмечается наличие пусковых «Искандер» на территории Беларуси. Все это свидетельствует о возможном скором массированном ударе, целью которого будут объекты энергетической инфраструктуры. Альянс Свободы. Компания Boeing предложила Пентагону передать Украине дальнобойные снаряды GLCDB производства Boeing, которые имеют дальность поражения 150 км и вероятное отклонение 1 метр. Этот снаряд представляет собой ракету, которая запускается с HIMARS или М270, как баллистическая, после чего, набрав скорость, раскрываются крылья, и она становится по сути крылатой ракетой. Источники Reuters заявляют, что данные снаряды могут быть поставлены в Украину уже весной. Но в любом случае, тот факт, что производители оружия лоббируют поставки в Украину, весьма положительный момент. Восток. В Брянской области загорелся склад с горючим, вероятно вследствие поражения беспилотником. А в Перми загорелась ТЭЦ. Природа возникновения пожара неизвестна. Продолжаются приграничные обстрелы со стороны России в Сумской и Харьковской областях. На направлении Сватово-Кременная россияне атаковали Стельмаховку, но их атака была отбита. На правом берегу Северского Донца россияне заявили о взятии Спорного, но кадрами это не подтверждается, и, судя по всему, село все еще под контролем украинских войск. Продолжаются ожесточенные бои на подступах Бахмута. Россияне пытаются окружить город. С севера продвинуться у них не выходит, а вот на юге они захватили Курдюмовку и Азаряновку. Но тем не менее говорить о каком-либо окружении города еще очень далеко. Линий снабжения к нему достаточно с нескольких сторон, в том числе основные трассы Н-32 и М-03 даже не простреливаются. Дальше бои в районе Авдеевки, где российское командование не слишком оригинально и действует абсолютно так же, пытаясь обойти города с севера и юга. Результат примерно тот же. Да, по несколько сот метров российским войскам на обоих направлениях все же удается продвигаться, но цена этих продвижений слишком высока, о чем свидетельствуют поля, усеянные трупами российских солдат. Тем не менее, украинские войска также несут потери в обороне, хоть и меньше. В Марьинке продолжаются бои, а вот со стороны Павловки несколько утихли. Видимо, понеся серьезные потери, россияне накапливают силы для новых атак. Дальше обстрелы вдоль линии фронта, но без изменений. Ракетным ударам подверглись Запорожье и Днепр. Юг. Россияне обстреливают Херсон, от чего страдают мирные жители. Тем не менее, жизнь в городе постепенно налаживается. Увеличивается электроснабжение, а также возобновилась подача воды. Россияне продолжают укреплять подступы к Крыму, строя там бетонные укрепления и роя окопы. Похоже, даже российское командование понимает, что украинские войска не остановятся на достигнутом, и в будущем предстоит битва за Крым. Спасибо за просмотр, огромное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово и сбрасывается на генератор, и спасибо, кто ставит лайки, пишет адекватные комментарии и не забывает подписываться на канал.